Друзья, всем привет! Много раз вы спрашивали, какой трубогиб подойдет для дома и дачи. Особенно было много вопросов в ролике про изготовление парника. Там я показывал, как можно буквально за пару часов сделать вот такой парник. Но есть нюанс. Понадобится трубогиб, без него никак. Парник, как видите, уже используется. Тут посажена редиска и клубника. Это я показывал в телеграм-канале. Можете перейти и посмотреть. В ролике использовал трубогиб Афи. Казалось бы, выбор очевиден. И да, и нет. Он, конечно, выполняет возложенные на него функции и крайне прост в работе, но из-за этого имеет ряд ограничений. Буду сравнивать с одним из самых популярных трубогибов с гиббоном. Первое и самое главное отличие этих трубогибов между собой – это размер трубы, с которыми они могут работать. Вот, например, трубогиб Афи. Может работать с профильной трубой, начиная с 10 на 10, заканчивая 40 на 20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Также были вопросы, может ли этот трубогиб гнуть полосы. Да, может, шириной до 40 мм, а толщина будет до 3 мм. А что касается вот этого синего трубогиба гиббон, за счет цепного привода здесь облегчается прокатка трубы. За счет этого у него более широкий диапазон профиля, с которым он может работать. Здесь он может работать также начиная от 10 мм 10 на 10, заканчивая трубой 60 на 40, с толщиной стенки уже до 3 мм. Но есть нюанс, необходимо дополнительно приобретать и устанавливать вместо подшипников на центральном валу центробой. Он центрует профиль, дуги получаются ровными, он снимает напряжение металла, формирует ребро жесткости, повышается прочность дуги. Также на гиббоне можно гнуть круглые трубы до 48 мм, но также дополнительно необходимо приобретать специальные конусные валы. На Афи ведущий только один центральный вал, а боковые ведомые, но зато на нем сразу вмонтирован адаптер для дрели, и ручку я на него даже не ставил. В гиббоне же, чтобы пользоваться приводом дрели, необходимо дополнительно приобрести специальный вал, а работая с более крупным форматом трубы, думаю, дрели будет тяжко и придется опять переставлять вал для работы ручкой. На гиббоне есть возможность гнуть трубы не прокатом, а используя только центральный вал. Но для этого угадайте, что нужно сделать? Правильно, приобрести комплект для угла гиба, но зато мы имеем возможность гнуть трубы до 110 градусов. Стоит, конечно, все эти допы не сильно дорого, но в любом случае у вас есть выбор, что покупать, а что не покупать. Вот такие главные отличия этих трубогибов я могу вам показать и сделать вывод. Если вы не хотите заморачиваться с доп. Оборудованием, то просто приобретайте трубогиб Афи. Достал, и он сразу в работе. Да, имеет ограничение трубы 20 на 20, 40 на 20, но я так считаю, что для дачных дел это самые популярные размеры. Если же вы не уверены, что вам хватит трубы 40 на 20, то лучше сделать выбор в пользу гиббона. Тем более в базовой комплектации он немного дороже трубогиба Афи. А при необходимости вы можете докупать дополнительные комплектующие, либо сразу купить максимальную комплектацию и закрыть этот вопрос. У меня, как вы видите, есть и тот, и другой, но в основном я пользуюсь оранжевым, так как он слишком простой и быстро готов к старту. Но планирую сделать навес, и тут уже, скорее всего, понадобится помощь синего трубогиба гиббон. В любом случае, оба трубогиба сделаны добротно, из толстой стали и в заводских условиях. Так что, друзья, надеюсь, у меня получилось ответить на вопрос, какой трубогиб лучше для дома. Да, к сожалению, у меня всего два варианта, но зато я их сам лично пощупал, потрогал и могу рекомендовать вам. Вот такое видео получилось, надеюсь, информация оказалась полезной для вас. И если это так, то ставьте лайки и в комментах задавайте вопросы. Обязательно отвечу на каждый из них. Также не забывайте подписываться на канал здесь и в Telegram. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!